Hello, beautifuls! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить игру Urban Myth Disillusion Center. Да, тут этот... как его? Не подвал, а вверху. Я забыла название. Глаза уже привыкли, потолок низковат, но места на удивление много. Это что за коробка? Может, тут тоже валяется что-то связанное с этим мужчиной? Мертвый таракан. Ужас какой. Пол ужасно пыльный, получается, он спал на этой картонке? Получается так. В темноте толком ничего не видно. Пробивается какой-то свет. Может, это из квартиры Мио? Что это вообще за щель? Ты не можешь ее смотреть? Жесть, 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 жесть. Просто жесть. И здесь тень мужчина. Что это он делает? Складывает что-то в ящик, в коробку. Что же он там складывает? Из-за этой тени ничего не видно. Из-за этих очков мыслевидения обычное зрение становится только хуже. Вот, мужчина точно был здесь. Не движется, просто лежит на животе. Нет, подглядывает, что происходит внизу. Ну, это трындец. Да, это трындец. Я вам так скажу. Это жесть. А ну, посмотри еще раз эту коробку. Я видела тень мужчины, который здесь что-то делал. Может, он фоточки ее прячет. Это было бы очень... Так, что тут есть? Ну-ка. Одежда ИТА, обслуживание электрооборудования. Это название было в документах на столе у Эйка. Я видела в квартире Эйка тень мужчины в спецовке. Получается, тот мужчина был здесь? Надо всем рассказать. Да тут что-то вообще не то. Я имею в виду... Неужели я была права? Да ну нет, не гони. Мужчина точно был на этом чердаке. Нужно всем рассказать. Да, мы поняли это уже, что нужно всем рассказать. Жаш, иди рассказывай. Жасмин. О, судя по твоему виду, там что-то нашлось. Там явно следы присутствия этого мужчины. Надо еще кое-что уточнить у меня, Эйка. Не думаю. Не, думаю, скоро будет оно. Оно? В смысле, опять позвонит директор? Сейчас, похоже, это будет не простой звонок, а ладно, не парься. А что же это будет за звонок? Да? Здравствуйте, Адзами. Здравствуйте, господин директор. Я, простите, пока не нашла ответ. Не знаю, за что вы извиняетесь, но теперь мы начнем развенчание. Развенчание? Что это значит? Объясню позднее. Адзами, соберите всех, пожалуйста. Ладно. Сейчас будет что-то интересное. Значит, расследование завершено? То есть это что-то вроде доклада? Да, потом расскажу про обследование чердака. Как я хочу, чтобы все уже закончилось. Господин директор, все собрались. Адзами, пожалуйста, передавайте все, что я буду говорить. А что, включить громкую связь нельзя? Хорошо. Добрый день, позвольте представиться. Аюма Мегури, директор Центра развенчания городских легенд. Единственное, что осталось сделать для завершения этого дела – развенчание. Благодарю вас за сотрудничество. Развенчание, Адзами, что это значит? Что сейчас будет? А мне точно необходимо при этом присутствовать. Мне уже пора на работу. Да ладно, я походу реально была права. Это завершающий этап работы по вопросу, с которым вы к нам обратились, поэтому я прошу вашего присутствия. Вот что он сказал. Спасибо, извините. Что же, начнем развенчание. Давай. Развенчивай. Итак, инспектор Фукурай, благодарю вас за работу. От идентификации до сегодняшнего дня вы собрали действительно много информации. Благодаря этой информации все присутствующие смогли в полной мере прочувствовать существование подкроватника. Да, большое спасибо. Однако в собранной информации было и то, что не относится к городской легенде о подкроватнике. И это что-то... Неужели вы думали, что дело можно добавить в архив в таком виде? Недопустимо, чтобы в материалы центра попали заурядные замыслы и действия. Это правда сейчас так важно? Итак, касательно этого дела имеются 4 главных вопроса. Первое. Каким образом появился подкроватник? Второе. Какова цель подкроватника? Третье. Каково истинное лицо подкроватника? Четвертое. Что такое на самом деле подкроватник? Установим же истину. Давай. Я жду, пока ты установишь истину. Давай, гони.
Мгм. Это же... Пожалуй, не стоит так бурно реагировать. Его видим только мы. А? Это замок откровения. Его могут видеть лишь те, кто обладает мысли или ясновидением. Открыв этот замок, мы откроем наши глаза и узрим истину. О, Господи. Что же, развенчаем подкрыватника. Давай, наконец-то. Все, ради чего мы тут сидели, да. Так, ровно после того, как Мио проверила все замки, в квартире внезапно появился подкроватник. Словно это в самом деле был блистательный дух или демон из другого... Бестелесный дух. Почему я назвала его блистательным? Ну просто. Демон из другого измерения. Да, но он как будто не хотел причинить вред Мио. Внезапно появился, затем исчез. Итак, Адзами. Что? А, да. Он должен появляться из-под кровати, но так ли было на самом деле? Откуда, как вы выяснили, появился мужчина? Вот, мужчина появился с чердака. Это так. Судя по всему, он появлялся с чердака. Я нашла там его следы и следы того, как он туда лазил. Great. Получается, мужчина обретался на чердаке над квартирой Мио, выжидая подходящего момента для нападения. Нифига ты. Вообще огонь, да? Далее. Особенность подкроватника. Он безжалостно убивает тех, кто ему попадется. Убить хозяев дома или того, кто спал в этой кровати. Вот его цель. Итак, Адзами. Как вы думаете, какова цель подкроватника, который встретился Мио? Точно не убить Мио. Точно не защитить Мио. Испугать Мио. Думаю, в этом была его цель. Great. Он не убил Мио, хотя такая возможность была. Если он хотел просто подглядывать, ему не нужно было показываться перед Мио. Он то появлялся, то снова исчезал. Он совершал только то действие, которое могут запугать Мио. Другими словами, в этом состояла цель мужчины. Получается, он залил мою квартиру кровью, чтобы я испугалась. Значит, и в моей квартире кровь появилась из-за того, что в ней было Мио? Как бы то ни было, цель мужчины состояла в том, чтобы посеять ужас. Это намерение можно проследить еще от куклы, оставленной в квартире Мио. Кукла, наверное, это было какое-то послание. Да, кукла. Идем далее. Подкроватник описывается как маньяк или сбежавший из тюрьмы убийца, который внезапно появляется в доме с целью убить. Можно сказать, что у этой аномалии есть некая фактическая сторона. Однако, поскольку он практически не оставляет следов, ощутить эту фактическую сторону невозможно. Итак, Адзами, какого рода сущность является мужчина, которого мы ищем в рамках данного дела? Живой человек. Такое творят не оборотни или монстры с того света. Обычные живые люди. Вот именно. Не осознав этого, невозможно понять городские легенды. Что? В городских легендах далеко не всегда действуют призраки или потусторонние существа. Часто городскими легендами становятся слухи о реально существующих людях. Итак, Адзами, как вы думаете, кто же этот появлявшийся в квартире Мио? Реальный мужчина на самом деле? Подождите-ка, подозреваемых-то было много? Так. На видео с камеры я видела доставщика. Точно видела. Реальный человек, запоминающийся рюкзаком. Адзами, ты еще о моем бывшем спрашивала? Угу. Даже записала себе в книжку, он тоже реально существует и подозрительный. Мне интересно, имеет ли мой клиент к этому какое-то отношение? Да, этот мужчина в спецовке тоже попал на камеру, но это точно вот этот. Полным-полно подозрительных личностей. Ну, последние дни вообще какая-то фигня творится. В новостях постоянно то про происшествия, то про теракты. Спасибо, теперь я вспомнила. Это мужчина в спецовке. Рабочий в спецовке с камерой. На чердаке остались его куртка и кепка. Excellent. Вообще просто идеально, ни одной ошибки. Верное истинное лицо, прятавшееся на чердаке под кроватником. Нам просто все настолько разжевывает, что тут в принципе ошибки, ну, не то что быть не может, но пока что на данный момент, мне кажется, все довольно очевидно. Ну, нам это преподносит довольно очевидно. Без сомнения, это так. Так. Итак, остался последний главный вопрос. Мужчина одетый в спецодежду. Каким образом этот мужчина оказался на чердаке? А?
Если он не способен проходить через параллельные измерения, то его внезапное появление на чердаке квартиры Миа невозможно. Но так тогда следов проникновения через окно не было. За потолком ванной нет места, куда можно было пролезть. Он жил там всегда, ну не всегда, все, до переезда Миа. Либо ему кто-то помог туда приходить. Миа всегда тщательно запирает дверь. Я думала, что это настоящий человек, а это получается все-таки призрак? Вы действительно так думаете? Да? Адзами, вы своими ушами слышали рассказы людей, своими ногами обошли все места. В вашей голове уже достаточно информации, вам уже должно быть... Я реально не понимаю, почему она так себя ведет. Итак, Адзами, как вы думаете, каким же образом одетый в спецодежду мужчина проник в квартиру Миа, чтобы спрятаться на чердаке? Он был на чердаке еще до переезда Миа. Или вот тут у меня есть два предположения. У него был сообщник, но тут есть вопросы. Или он был еще до переезда Миа на чердаке. А что из этого более правдоподобно-то? Я даже не знаю. У меня есть некоторое подозрение, что ее подруга, вот эта Эйка, может быть сообщницей каким-то образом. Я об этом делала предположение пару серий назад, но... Ну просто на чердаке до переезда Миа он-то мог быть, а зачем ему пугать, когда ее нужно? Допустим, он просто, я не знаю, бездомный и живет на чердаке. Но нафига ему пугать Мио так целенаправленно, чтобы она съехала из квартиры? И что? И он мог там жить бесплатно или что? Или все-таки у него был сообщник? Сообщница? Да, блин. Кто-то помог ему проникнуть в квартиру. Бриллиант. Ого. Да, это единственная возможная версия. По изображению с камер наблюдения и по кепке чердака ясно видно, что подкрывальник — это мужчина в спецодежде. Кроме того, полагаю, что во время указанное на видео 12:05 — это время, когда мужчина пришел в квартиру Миа. А я про время, кстати, не подумала. Ну да. Реально. Миа, вы помните, где вы находились в это время? Миа, ты говорила, что пришла в полицейский участок. Ночью около 12, кажется. Но как же тогда... Что, как разве не странно? Верно. В моей квартире мужчина с такими словами. Мио прибежала в полицейский участок в полночь. Однако примерно в это же время было снято видео с мужчиной в спецодежде на входе в подъезд. Получается, если мужчина в спецодежде — это кроватник, то во времени есть расхождение. Итак, Адзами. Мужчины, который должен был находиться под кроватью, на самом деле там не было. И он проник в квартиру Миа, только попав на камеру видеонаблюдения через несколько минут. Исходя из этой информации, кто же сообщник мужчины? Эйка. Неужели это Эйка? То, что она видела в квартире мужчины, это неправда? Мужчина. Нифига себе, вы отлично справились. Надзами, у вас талант добираться до истины. Теперь все прояснилось. Я реально была права. С какой целью? Она хотела попытаться взять ее к себе на работу? Или что? Ее слова под кроватью мужчина. Словно заклинание. Позволило мужчине появиться в квартире. И правда, если бы не эти слова, Мио ни за что бы не убежала из квартиры, не закрыв дверь. Хватит, что вы такое несете. Реально, боже, капец, да я просто провидица, я грыбу, я супер ясновидящая. Я тут ясновидящая, понятно, а не вот эти вот... Ладно, я шучу. Все, забейте. Все, забейте. Мне так нравится, что я купила лампу, и теперь даже если темно, то фон такой, типа, прикольненький, темный. Ну, неважно. Раз реальный мужик не может не приходить к Вастина, не телепортироваться, то, что вы там видели, да? Эйка, вы же говорили, что ждали перед квартирой, вдруг мужчина выйдет.
Походу, именно тогда она его и впустила. Раз у него была сообщница, сразу ясно, как комната стала красной. Да, правда. Я не могла в это поверить, но теперь... Да что ты там бормочешь? Ты что, веришь в этой сомнительной компашке? Это не более чем предположение, но ведь вы планировали предложить Мио, загнанной в угол после шумихи в соцсетях, снимать довольно дорогую квартиру? Каким образом простая студентка может оплачивать аренду в таком доме, как ваш? Возможно, вы планировали уговорить ее вспомнить былое, снова найти спонсоров? Я об этом не подумала. Ну да. От моего ясновидения ничего не скроешь. Вы планировали сблизиться с ней, уговорить на слишком дорогую квартиру, а затем порекомендовать место, где с ее красотой и молодостью можно неплохо заработать. Так, раз вы приложили столько усилий, чтобы устроить такое происшествие, вы должны были получить с этого значительные дивиденды. У вас ведь есть связи, не зря же вы карьерная коучка. Но это лишь прикрытие, на самом деле вы были еще и посредницей. По поиску девушек для ваших знакомых президентов и директоров компаний. О, Эйка, это правда? Что? Да что вы такое несете? Как ты смеешь меня спрашивать? У тебя что, совсем в голове пусто? Нифига себе. Ваше дело найти и поймать преступника, а не проводить тут расследование причин. Но ведь вы абсолютно идиоты, от вас никакого толка. Иди. На чердаке прятался мужчина. Значит, я тут ни при чем, во всем виноват мужчина. Не, ну, кстати, тут тоже факт, что если она была как бы подговорщицей, да, она виновата, но мужика электрошокером не штыряли, чтобы он залез к женщине на чердак и пытался ее пугать. Типа, он же сам это решил сделать, поэтому, да, конечно, он виноват. Ну же, Миа, ты же умная девочка, ты же не веришь в эту ерунду. Будешь со мной и денег сколько угодно заработаешь, и в отличной квартире будешь жить. Тебе нужно просто продолжать в том же духе. Слушай меня, не забивай голову лишними мыслями. Тогда у тебя будут и деньги, и счастье. Ты же легко можешь жить так же хорошо, как я. И еще... Как там тебя отца, Мия? Заруби себе на носу. Как ты смеешь идти против меня, глупая дурнушка? Я что, какую-то мелодраму смотрю, извините. Это турецкий сериал, дорама, что это? Все это просто бесполезная трата времени, а мне некогда, я ухожу. Ладно, окей. Постойте, вы уронили. Это карта. Анзами, как вам ваша первая работа? Что ж, у меня есть еще дела, на этом все. Подождите, господин директор, Мия. Положил трубку. Мия, ты в порядке? Что я несу? Конечно, нет, прости. Я в порядке. Теперь в порядке. Может, я... Точно, ту куклу я выкину, ты не переживай. Мия. Кукла. Так, кукла. Да что такое опять? Алло. Мия. Да, надо выкинуть. Все очистить, словно ничего не было. Что это было? Надо поскорее убраться, только посмотри, во что превратилась моя квартира. Давай помогу. Нет, иди домой уже, спасибо тебе за все. Но все нормально. С остальным я сама справлюсь. Мия. Ну, мы тогда типа пойдем. Жасмин, мы же так до конца ни в чем не разобрались. Ведь Мия все еще... Наша работа на этом все. Дальше уже пусть полиция с судом разбираются. Не, я понимаю, что тебя это все волнует, но Мия же сама сказала, что все окей. Да и нам в это лучше больше не лезть. Значит так. Но я думаю, дело на этом еще не закончилось. А? Реально? В смысле, а что тогда еще? Квартира Эйка. Какого черта? Я думала, они поиграют в охотников за привидениями, а вышло так. Как они узнали, что я подбираю девушек для спонсоров? Откуда утекла эта информация? От кого? Не может же быть... Или... Не может быть. Неужели они пытаются от меня избавиться? Как же так? Я ведь только девушек нашла для них. Как же мне это бесит вообще. Хватило бы этой куклы. Так это, я так и сделала, как вы сказали. Меня самого до трясучки припугало все это кровище в квартире Мия. Она просто вышла, и я думала еще разок ее как следует припугнуть. Но под кроватью все было забито, и пока я думала, куда деваться, тут уже она возвращается. Ну, я полез наверх, потому что некогда мне было там кровь распрыскивать.
Кто ж тогда на самом деле разлил эту кровь? Нифига, серьезно? Серьезно? What the hell? Это подкроватник? Это настоящий подкроватник? Или нет? Улыбаться значит добрый. Ты что за мем? Подкроватник. Не может быть, его же не существует. Или это кто-то решил припугнуть? Хотя... Да она меня заставила сделать. Я тут ни при чем. Свалил в страхе. Да что ты несешь? Стой. Да, я поняла, гра, вот эти странные звуки, типа... Ась? О нет, не трогай Эйка. Ей нет прощения. Что? Этот голос... Мия... Да что тут вообще, блин, происходит? Вы чего? Чё? Когда он напал на меня, я потеряла сознание. На самом деле, я быстро пришла в себя. Я слышала все. Эйка, на сегодня все сделано и все такое. Мия, так ты давно знала, что это Эйка все устроила? Да, Адзами, да. Но все это уже не важно. Но скажи мне, Эйка, как ты узнала? О чем это ты? Как ты узнала, что тогда я забеременела от одного из спонсоров? Что? Забеременела? Да о чем ты? Это кукла. Знак, что ты знаешь о моем прошлом. Красная безжизненная кукла, как младенец. Никто не должен был об этом знать. Откуда ты? Подождите, я ничего не понимаю. Что с тобой, Мия? Успокойся, пожалуйста. Адзами, спасибо, что рассказала мне про куклу. А? Ты все правильно говорила и про подкроватника, и про нее. А во мне словно вскипает какая-то странная сила, которая поможет мне убить эту женщину. Адзами, ты такая крутая, я следовала твоим словам, и все получилось, как ты сказала. Мне с самого начала нужно было верить только тебе. Мио, постой, о чем ты? Но в ее квартире не было моей медкарты. Где она? Мне нужно уничтожить все в моем прошлом. Да не знаю, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Что за бред ты несешь? Что куклу я просто где-то подобрала? Адзами, ты же еще сказала, что куда бы я ни пошла, я буду всегда привлекать внимание. Раз все так получилось, теперь уже не важно, что я сделаю, что со мной будет. Я такого не говорила, я бы ни за что такого не сказала. Мио, да что с тобой такое? Да? Может, это и правда не ты говорила. Хотя, все это уже не важно. В соцсетях теперь знают мое имя и адрес, и все в моем прошлом. Я не могу вернуться к родителям, не могу оставаться дома. Куда бы я ни пошла, везде за мной будут следить те, кто знает о моем прошлом. Что же мне делать? Да мне-то откуда знать? Фига вы чё? Я убью тебя. Мио, ты же шутишь, да? Ты же умная девочка, знаешь, что это бессмысленно. Так что положи нож и слушай меня. Мио, ты же лучше их. Зами, ты как? Да тут вообще происходит. Ты ушла на секунду, а тут уже драма полная. Полиция уже едет, так что все успокоились. Жасмин, ну как-то... Директор позвонил. Сказал, что видел, как ты отправилась к Эйка, ну и этим своим видением. Какого черта ты полезла в это в одиночку? Господин директор наблюдал за мной. Мия. Мия, это жесть. Мия, это жесть. Что это такое, Мия? Мия, я в шоке. Так сказать, это правда жесть. Да, ну и фигню ты творишь, а ну ё-моё. Извини, Жасмин, спасибо. Если бы я сразу заметила, Мию не пришлось бы. Эй, а ну-ка не подай духом. Благодаря твоим глупостям самой жути и не случилось. Правда? Да, и директор мог бы набрать мне пораньше. Господин директор, знал, что так будет? А? Ну, вообще, если бы не позвонил, тут бы совсем капец настал. Так что своим всевидением, или как там его, он всех спас. Хотя приоритет у него, конечно, странный. А, вот и он. Что такое?
Походу, закончили видео редактировать. Закончил. А? Начался стрим на канале Центра развенчания городских легенд. А что, видео от Центра всегда выходит так сразу? В этот раз объектом расследования стал тот самый подкроватник. На самом деле он существует. Он все расследование превращает вот в такие типа развлекательные видосы. И всякие чуваки, которые обычно распускают жуткие слухи после выхода таких видосов, затыкаются. Вот бы слухи про Мио быстро сошли на нет. Да им сразу становится скучно, а они переключаются на что-то другое. Так ты же сейчас к директору обо всем докладывать? Я тебе подброшу. Спасибо, Жасмин. Сотрудник Центра благополучно завершил расследование на месте событий. Девушка была вынуждена переехать. Что касается ее старшей подруги А, которая первая увидела подкроватника, связаться с ней не удалось, и ее местоположение неизвестно. Сотрудники Центра развенчания городских легенд надеются, что с госпожой А все в порядке. Красиво нарисован, мне нравится. У этого дела была действительно интересная развязка. После всего, что пережила Мия, я не назвала бы эту развязку интересной. Вы переживаете о Мия? Я что-то провтыкала, что это они друг с другом говорят, типа, ну ладно. За эти действия ее вряд ли привлекут к ответственности. Неужели Эйка ничего не будет? Это как-то несправедливо. Да, это несправедливо, однако я не думаю, что ей удастся выйти совсем сухой из воды. Что намного важнее, покажите мне скорее ту карту, что вы подобрали. Намного важнее? Это опять ваше ясновидение? Господин директор, неужели вы такой бесчувственный? Чувство — это интересный объект исследований. Именно они порождают слухи, а затем городские легенды. Хватит уже, пожалуйста. Ого, это же... Что это? Посмотрите на эту карту как следует. Вам не кажется, что это изображение предсказывает ту трагедию, что произошла с Миа? Что это за карта? Это карта иллюминатов. Говорят, они предсказывают будущее. Музычка такая заиграла. Пожалуйста, не давайте мне авторские права, пожалуйста. Да, такое уже было 7 лет назад. Господин директор, у меня тоже такая... Чё? Говорят, одна из этих карт предсказывает конец света. Интересно, какими станут последние дни ее обладателя? Кажется, все произошло в движении. Все пришло в движение. Что же, на этом сегодня все. Чего? Верю ли я в предсказания? Ну, в хорошие верю, в плохие... Что? Это карта иллюминатов? Откуда она у тебя? Давно ли у меня эта карта? Да мне-то откуда знать. Ладно, Сами, давай, увидимся в понедельник. Говорит Тамарики по поводу новичка в центре. Проверить бы, не связана ли она с тем делом. Мегурия? С ним пока непонятно. Поняла, до связи. В то время мы и представить не могли, что ждет нас впереди. Агась. А что нас ждет? Что тут происходит? Нифига не ясно очень. Глава 2. Смерть из отражения. Офигеть. А сколько она длится? Кто знает? Напишите мне, сколько длится игра, спасибо.
чтоб я уже не это. Это что за кровавые Мэри вызываем? Нифига ты. Это я, кстати. Не знала, что на крыше центра есть такое место. Вернемся к нашему предыдущему разговору. А, вы опять вместе разговариваете. Угу. Вы сказали, что госпожа Эйка уронила это после развенчания. Да, вот это и вот еще одно. Карта иллюмината взгляда с тьмы. Меня крайне занимает, откуда у госпожи Эйка была эта карта. Но сейчас важнее та карта, которая, как вы говорите, у вас уже давно. Карта разорения и суд. Наверное, мне ее кто-то дал, но я толком не помню. Помню только, что она постоянно болталась у меня в сумке. Вы знаете о сайтах сообщества в Даркнете? Да блин, я постоянно путаю, кто говорит. Даркнет звучит как-то не очень. На сайте под названием Самазима рассказывается о всех 6 картах иллюминатов. Тут не только про карты землетрясений, храмы, президент одной из стран, на самом деле двойник. О, я такую фигню люблю. Я такую фигню обожаю. Неужели? Самазима — сообщество тех, кого привлекают подобные теории заговора. Я люблю теории заговора. Разорение и суд — как раз то будущее, которого желают эти зимы. Что? Зиммеры? И ваша карта предсказывает как раз такое будущее. Зиммеры называют его Великой Перезагрузкой. Великая Перезагрузка? Согласно слухам, именно это изображено на карте разорения и суд. Откуда у меня такая карта? Но это же просто предсказание, и это не значит, что так правда будет. Мы выясним, если пророчество для правды, основываясь на наблюдении за вами отцами. Итак, ваше сегодняшнее задание. К нам обратился известный в стриме с просьбой проверить существование одного призрака. О. Разоревание? Свершится суд? Эй, хорош спать уже. И ты капец болтаешь во сне. Слушай, а она на кого-то работает, да, я так поняла? Она полицейская или кто? Что? На кого-то же она работает, раз она... нам показали, что она за ними то ли следила, то ли что-то кому-то докладывала, хз. Разорение, суд, от таких разговоров даже я начала переживать. Директор показал мне очень странный сайт, так что... Жасмин, ты же знаешь про карты иллюминатов, которые предсказывают будущее. Карты иллюминатов. А теперь ясно, чего директор этими картами заинтересовался. Да, он никакую оккультную информацию не упустит. А, кстати, Жасмин, а что у нас за дело сегодня? Сегодня мы изучаем одного стримера. Его последний стрим наделал шуму. И он типа обратился к нам в центр. Так что там конкретно он хотел выяснить, существует ли призрак. Точно. Получается, этот стример делает видео про призраков и подобное? О, супер, ты сэкономила мне время на объяснение. Что, я угадала? Ага, 800 тысяч подписчиков, и этими паранормальными стримами он занимается уже очень давно. Посмотри видос, пока едем. Вот это последнее видео, он какой-то ритуал проводит. Та самая сцена ближе к концу. А, да, мне нужно посмотреть? Ну ладно, давай посмотрим. Пофиг. Ну камон, давай же. Это та комната, точно, наверняка. Выходи уже. Мэри, да, кровавая Мэри, блин, да реально? Ой, это мне очень нравится. Да, класс. Огонь. Выходи, что? Сзади? А, что? Сзади же ничего нет. Призрак вот только что сзади на видео был. Это настоящий? Эта тема сейчас в соцсетях на хайпе. В доме блогера-паранормальчика живет призрак, что-то типа такого. Живет призрак, то есть этот дом проклят? Ну, что там конкретно, я не в курсе. Кстати, этот стример, почему он обратился к нам в центр? Ты не знаешь? А, да, это такая нудотень, что директора ни о чем не спрашивала. Спроси сама у клиента, окей? Сначала опроси в соцсетях. Да, хорошо. Да, давайте тогда на этом закончим как раз. Ссылку на пост я тебе отправила, пришла? Вот оттуда расследуют слухи. А насчет, что мне нужно обращать внимание... Слышь, я тебе не справочная, давай ты сама немного подумаешь. Извини, конечно. Так, надо выяснить, что это за призрак появился, так? Ага, что нам известно в этот раз, что появился призрак. Звучит как городская легенда, завязанная на место. Так что поищи слухи про это место, и дом будет супер. Спасибо, запомню. Блин, Зами, нельзя же заставлять людей столько думать. Думать это вообще не мое. Так что с меня хватит дальше уже сама. Да, хорошо. Хорошо. Все. Окей.
давайте на этом закончим. Пишите, как вам развязка прошлой истории с Эйко и Мия, потому что это конец был неожиданный. Типа, прям вот конец-конец с Мия. Что еще? И неожиданно то, что тут 2 глава. Я думала, сейчас будет конец игры вообще, но нет, прикол. Это даже забавно. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.